Так, о чем мироздание хочет вам сейчас рассказать? Вот вы, дорогие мои девочки, это очень умная, красивая женщина. Вы деловая, вы страстная. Очень часто бубновая дама показана у нас незамужней, но не факт. Еще может показывать просто женщину, которая деловая, да, бизнес-вумен, допустим. Или вы очень любите учиться, там, строить карьеру. Вот это вы ощущаете, может быть, вот так ваше предназначение в данный момент жизни. Не говорю, что навсегда, да. Так, вы рисковая, вышла карта Джокера, да, вы можете иногда совершать какие-то поступки, которые сами потом думаете, вот как это я вообще, как это так получилось у меня, да. Так, вот какие советы вам от мироздания, мы сейчас посмотрим, да, мы уже посмотрели, какая дама к нам пришла, дама, которая готова к поступкам, которые, возможно, в обществе не очень-то и приняты, да, но а для вас это подходит, вам это подходит. Итак, здесь идет выбор у вас, во-первых, будет выбор. Он может касаться сердечных ваших дел вполне, но выбор этот будет почему-то затруднен. Почему затруднен? Такое ощущение, что, возможно, кто-то будет, какой-то человек, показан в образе друга, может быть, даже как бы вам мешать этот выбор сделать в чем-то, да, ну, может быть, в любви, потому что такая очень любовная карта вышла, либо в чувствах, либо что-то связано с вашими родными, с родственниками, с кровными вашими, да, вот будете делать какой-то выбор, и на вас как будто кто-то будет немножечко, может быть, как бы давить, да, что сделай вот так сделай, это будет правильно. Может быть, это действительно касается вашей семьи, большой семьи, я имею в виду там родители, братья, сестры, да, и вот в этом моменте, может быть, будет какой-то выбор. Опять вышла карта Джокера, это у нас риски ваши. Так, идете на какие-то риски, хотя, понимаете, слушайте, такое ощущение, что вы будете с вашей семьей что-то решать, вот садятся, да, за круглый стол, взрослые уже люди, которые и любят друг друга, да, но вот стоит какой-то важный вопрос, который надо будет решать через то, что вы будете выбор делать. И я смотрю, у вас есть тревоги, да, как это все пройдет. Будет, сохраните ли вы добрые, хорошие, теплые, сердечные, родственные отношения, вот об этом вы переживаете. Вы знаете, здесь даже, может быть, кто-то будет обращаться вот к юристам. Это может быть раздел, наследство, или кто-то, например, продают люди без участия там юристов, но сами хотите, но все равно надо будет, да, адвокат надо будет кто-то, кто сделку эту, нотариус, вернее, будет засвидетельствовать, да. Вот. Вот такие моменты, вот какие-то идут дороги, которые связаны. Смотрите, для вас они, вот у вас тут страхи есть, переживания, видите, целых 2 пики вышло, а на самом деле выйдет на добро, на хорошо выйдет для вас, поняли? Вот этот какой-то вопрос юридический, а у кого-то может быть и суды даже, может быть кто-то разводится с мужем, например, и вам там надо, ну, как бы позаботиться, чтобы тоже он вас носом не оставил, да? Вот какие-то такие идут дела. Нормально, для вас все пройдет хорошо и нормально, 100%. То есть ваши тревоги, да, они имеют место быть, потому что, ну, каждый нормальный человек волнуется, как все пройдет. Но все пройдет хорошо. Так, дальше подсказки от мироздания для вас смотрим. Вокруг вас есть люди, ваше общение, возможно, даже на работе, деловое, возможно, даже ваше общение. Там есть мужчина, который очень вам благоволит, хорошо к вам относится. Вот. И есть женщина, которая терпеть вас не может. Она может быть скрытной, такой практичной очень, может быть в возрасте, может быть вдовой, может быть начальницей. Вот. Женщина, которая гневливая такая, часто раздражается, вот, может обманывать. Вот есть такая какая-то дама, и это вот на работе, и этот мужчина тоже есть на работе. Они могут быть, это ваши коллеги могут быть даже, да? Такое ощущение, что от мужчины от этого вам идет какая-то серьезная поддержка, да, или подсказка, или он примет вашу сторону в каком-то деле. Это именно касается работы, рабочих контактов. Вот. А вот это вот как-то сбоку останется, как бы за бортом. То есть у вас есть точно покровитель на вашей работе. Может быть, даже, например, он начальник, а это может быть просто ваша коллега, да. Ну,
такое ощущение, что с вот этой дамой вас ждет не очень-то приятный разговор, и ну, ей будет как будто стыдно. В моменте этого разговора ей будет как будто стыдно. Вот и все. И даже о вашем каком-то, может быть, как конфликте, разговоре будет известно другим лицам, и они могут это обсуждать, а как по работе. Но это может быть элементарно вспышка. Знаете, вот вспышка. Люди раз вспылили, что-то друг другу сказали. Так бывает. То есть дамочка, конечно, у вас тут есть на работе, ну... Еще та штучка. Вот. Ну, вот она идет как пострадает, понимаете? То есть за свой язык, за свою какую-то или сплетни, или еще что-то. Ей будет стыдно. Так, этот мужчина, давайте его посмотрим. Мужчина к вам со всей прямо любовью. Слушайте, этот человек, вот который на работе, или это ваш поклонник, или это ваш начальник, или коллега, вот, он вас прямо рассматривает чуть ли не как пару себе, как половинку. В то же время никакого давления от него я не вижу, чтобы, знаете, там как бы продавливал свое желание. Такого я не вижу. Все-таки это больше у вас деловой контакт, но он такой вот как бы и сердечный тоже, да. Так, а теперь давайте посмотрим дальнейшее развитие ваших событий. Может быть, уже вне работы, просто жизнь идет. Ну, в любом случае, вам открывается вам денежный поток. У нас шикарная вышла карта, бубновый туз, да, хороший денежный поток. Вот, желание обладать каким-то богатством, которое будет удовлетворено. То есть вы вот это получите, какие-то огромные шансы, деньги, материальное что-то. Это то, что вам идет в ваши ручки. Дальше идет еще обучение кому-то, понимаете? И это обучение принесет вам расширение возможностей. Поэтому для кого-то вот эти большие деньги придут к вам через обучение. Да? То есть вы чему-то обучитесь, потом используете вот эти свои новые навыки, и к вам как бы откроется поток, потекут денежки. Так тоже есть и будет. Особенно для тех, кто вы сейчас как бы именно этот вариант и рассматриваете. Вот вы думаете, да, что вы хотите изменить в вашей жизни. Так, ну денежки идут вам просто, можно сказать, рекой. И в юридических вопросах будет у вас выигрыш однозначно. У кого там есть суды, споры, это будут деньги у вас. Вот, и в принципе, да, как заработанные денежки тоже вам идут. Будет у вас скоро какой-то прекрасный вечер, с людьми хорошими будете общаться. Вот такая встреча, где вы прямо будете, может быть, в центре внимания, допустим, приятные очень люди, где вам будет действительно хорошо, действительно комфортно. Кстати, в этой компании вы можете даже, если это будет новая компания, да, и познакомиться с кем-то. Но может это будут и родные люди, и так может быть. Так, казенная дорожка принесет вам эти деньги большие. Вот. И так хочу еще сказать, те деньги, что придут к вам через спор с кем-то, да, вы выиграете. Но тот человек, который проиграет, получит очень сильный удар, будет от этого страдать. Вот эта вечеринка ваша показана, она может быть как бы связана с дальней дорогой или даже как где-то за границей. Либо это будет какая-то, ну, такая вечеринка, не скажу прямо 100% тайная, но может быть, о которой вы не будете, в принципе, так озвучивать, рассказывать там, другим людям. Вот. Так, мужчина вам идет. Вот идет знакомство с мужчиной у вас, с таким, вы знаете, серьезной девочки. То есть человек, который бизнесмен, который знает эту жизнь уже хорошо, да, умеет зарабатывать, у него много связей, он интересный мужчина, он внешне интересный. Очень, конечно, сосредоточен на работе, на зарабатывании, но это и нормально, правильно? Потому что если на этом не сосредоточится мужчина, то как он будет жить, как он семью будет содержать, правильно? Вот, возможно, даже вот у вас знакомство будет с мужчиной, возможно, даже там, где вы будете где будете обучаться, или в новой рабочей сфере, если вы после обучения будете менять, например, работу. Вот такой момент идет. Так, вообще будет момент, когда вокруг вас будет много мужчин, молодых мужчин будет тоже много. Опять же, возможно, в моменте обучения, да. Так. Идет вам еще какой-то подарок от мужчины будет. Вот. Но этот подарок будет не просто так, как будто мужчина делает подарок для того, чтобы, ну, как бы еще ближе стать к вам, да. Ну, понятно, не просто подарил и куда-то потерялся, ушел в туман, да, нет, конечно. Здесь мужчина будет вас окучивать подарками, потому что он уже знает, что он хочет с вами
продолжение, продвижение в ваших отношениях. То есть можете этого, в общем, ожидать. Так, мужчин, будет такой момент, что будет вокруг вас много мужчин. Это я вам уже сказала, да. Будут такие люди, мужчины, к которым будет у вас и безответное чувство. Будут и такие мужчины, которым вы будете проявлять свое внимание, симпатизировать и так дальше. Так, у кого-то из родственников разрешатся какие-то проблемы со здоровьем, вот, и, может быть, даже в больнице кто-то был, допустим, все, смотрите, решится замечательно, то есть человек будет жить, здоров, выздоровление идет, это именно кто-то вот кровный родственник, и будет очень, конечно, рад, и вы будете рады, естественно, все мы хотим, да, чтобы все мы были живы, здоровы, и жили, и радовались солнышку. Так, идет очень приятная встреча где-то в казенном доме. Опять же, это может быть вокзал, аэропорт, да? Как будто может свидетелем этого свидания или этой встречи быть какая-то дама с работы. Ну, к примеру, вы встретились с кем-то, да, обнимаетесь, вот там будете идти гулять сейчас или там в кафе, в ресторан. Раз и видите, замечаете там коллегу по работе, допустим, да, кто-то будет свидетелем, свидетельницей вашего контакта, вашей какой-то счастливой встречи с мужчиной. Так, есть также мужчина, смотрите, который желал бы, хотел бы, возможно, с вами в пару зайти. Здесь показана вот неспокойная любовь, человек. А может быть, вы были с ним когда-то парой, да, он до сих пор вас не может отпустить, страдает. Видите, показан мужчина, в окружении у него 2 пятерки. Пятерки это у нас всегда вот упущенные возможности, да, прощание, расставание, разрывы отношений, неспокойная любовь, сомнения, печаль, разочарование, вот это все, разногласия какие-то. Есть такой мужчина, я думаю, вы догадываетесь, кто это, да? Вот, впереди у вас осталось всего несколько карт. Да, давайте мы их все вот так вот и разложим. Итак, впереди у вас идет исполнение желания, очень приятные эмоции, влюбленность, любовь, взаимность идет. Также вокруг вашей любви, смотрите, крутятся люди еще, которые, к сожалению, ну, вмешиваются, либо хотели бы вмешаться в ваши любовные отношения. Видите, 2 тройки вокруг вашей любви. То есть, например, может быть, вокруг мужчины крутятся его друзья, которые тянут его все время куда-то, поехали туда, пойдем туда, ну, в мужские какие-то его, не знаю, на рыбалку, да, образно. Вот, или на футбол, или куда-то тянут. Вокруг вас могут быть тоже какие-то подруги такие, которые завидуют, да, и тоже что-нибудь там пытаются принимать участие, возможно, в вашей любви, но оно вам не надо. Это как 3-й лишний, оно не надо вам, да. Вот, вы будете как бы халить и лелеять это ваше чувство и даже защищать от вот этих других людей каких-то, которые могут негативить вам. Больше того скажу, по последней триаде я вижу, что вот эти порывы, вот эти желания других людей каких-то влезть в ваши отношения с кем-то, они сойдут на нет, на пустое. Потому что они просто не знают, с кем они связались. Вы женщина сильная, уверенная в себе, вы знаете, чего вы хотите от жизни. Кто вам не нужен, вы и сами его отпустите. А кто вам нужен, вы тоже умеете так все поставить и так себя повести, чтобы этот человек все-таки был ваш и с вами оставался. И никакие влияния, скажем, со стороны не смогут вам помешать строить ваши отношения, развивать, да, и продвигаться, чтобы они у вас росли и продвигались к лучшему. Вот такое у нас сегодня гадание. Не забудьте, любимые мои, подписаться, поставить лайк. Вот, буду рада вашим комментариям, насколько отозвалось, мне это тоже будет очень приятно. И пока, и до новой встречи.